Если вы начали вести свой блог на YouTube, требования к монетизации у вас еще не выполнены, но вам интересно, как устроен доход, сколько вы будете зарабатывать, каким образом, от чего это зависит. Может быть, монетизация у вас уже одобрена, и вы пользуетесь доходом на YouTube, то есть получаете его, но не можете понять, почему. Каждый раз показатели разные, то есть ежедневно показатели, как вы видите, меняются. Если все вышеописанное вам интересно, то это видео для вас. Прежде всего, давайте разберемся, какова комиссия за возможность получать деньги от рекламы на YouTube. Если мы перейдем в эффективность рекламы в панели управления, то мы можем заметить, что общий доход от рекламы у нас намного больше, чем мы имеем на самом деле. Мы можем очень просто посчитать, какой процент у нас снимают за использование сервиса рекламы. Откроем калькулятор, введем сумму дохода от рекламы на YouTube и разделим на 100 и узнаем, сколько будет в 1%. 0,55 доллара. Немножечко округлим. Вернемся в доход и посмотрим расчетный доход, тот, что мы имеем. Теперь запомним наш процент. %. То есть 55% мы получаем от общего дохода, и 45% у нас забирают. Это первое, что мы выяснили. 45%. %, еще раз скажу, у нас забирают с этого дохода от рекламы на YouTube. Следующее, что нам предстоит выяснить, почему ежедневно показатели доходов меняются. То меньше, то больше. Этому тоже есть объяснение и определенная закономерность. Перейдем в эффективность рекламы. Давайте выберем необходимый промежуток, который мы хотим отслеживать. И выберем вот этот вот критерий. Цена за 1000 показов по воспроизведениям. Именно от него мы будем отталкиваться. Он включает в себя все варианты показа рекламы. И здесь высчитывается средний показатель. Во-первых, этот показатель изменчив. Это вам следует знать. Ежедневно он будет изменяться. Он не установленный. Именно поэтому у вас и варьируется доход. Давайте выберем этот пункт. И что же мы наблюдаем по графику? Выберем более удобный вариант. Во-первых, каждый день разные видео имеют разные показатели по средней цене за 1000 воспроизведений. Если сегодня, к примеру, у одного видео такой показатель, то завтра будет другой. И так в каждом видео. И в сумме всех видео выводится средняя стоимость за 1000 показов. То есть, если мы переместим ползунок, то мы будем видеть, соответственно, другие показатели.
Система автоматически нам подсчитывает среднюю себестоимость. Конечно, здесь удобнее смотреть по дням и видеть, да? То есть выберем последнюю, к примеру, дату и можем видеть, какое видео и какую стоимость среднюю имело за 1000 воспроизведений. Я надеюсь, что вы поняли. Выберем общий график. Пока что интересует он нас. Давайте запомним последнее число, это 25.01. И посмотрим, сколько здесь была средняя стоимость за 1000 показов. Это $1.37. Он нас и интересует. Далее, что нам нужно знать, это какое количество коммерческих воспроизведений в этот день было. От показов точнее от просмотров оно никак не зависит. Просмотров у вас может быть больше, а показов меньше. Тоже по разным причинам. В зависимости от пользователя, от рекламы, от варианта рекламы, от перехода или не перехода и так далее. Перейдем в примерное количество воспроизведений и посмотрим, сколько было в этот день. 764. Давайте попробуем перемножить и посмотреть, что у нас получится. Берем калькулятор. Так, $1.37. Разделим на 1000 показов и умножим на количество коммерческих воспроизведений. 764. Получим вот такую вот число. $4 Давайте теперь перейдем в доход. $0.58 у нас расчетный доход в этот день. Ну и естественно, если мы из этой суммы вычтем 45%, как раз такую сумму мы и получим. Вот таким образом складывается начисление дохода от показа рекламы на YouTube. И еще о мелочах. Во-первых, у вас еще есть дополнительный доход от YouTube Premium, то есть от рекламы с пользователей с подпиской на Premium. Он обычно небольшой, составляет очень мало. Второе, что хотелось бы еще обсудить, это посмотреть на просмотры и совместить их с коммерческими воспроизведениями. Давайте посмотрим, сколько было просмотров у нас 25 января. 2327 просмотров. И из них, как мы уже смотрели, коммерческих воспроизведений намного меньше, да? Больше, чем в 2 раза у нас просмотров. То есть отсюда мы можем делать какие-то свои выводы. Ну и более подробную информацию о том, какие были осуществлены показы рекламы, мы можем смотреть в самой панели Google AdSense. Из этой панели и будут осуществляться выплаты вам на карту или в другие сервисы. Здесь информация предоставляется ежемесячно. То есть вот мы можем видеть, сколько мы заработали за предыдущий месяц. То есть это получается за декабрь.
Давайте посмотрим, совпадает ли он. Так, это за декабрь. Сколько мы заработали? Переходим в AdSense и видим, что сумма та же. На 1 цент больше даже. Далее идет уже описание вывода. Об этом мы говорить уже не будем. Главное, что мы разобрались, как происходит начисление дохода, по каким критериям. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещения, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.